Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам 3 рецепти найсмачнішого шоколадного бісквіту. Готуються вони дуже просто, швидко, і є з додаванням какао або шоколаду, це вже на ваш вибір. Белки выливаю в чашу, она должна быть чистая, сухая и обезжиренная. Точно так же, как и венчик. Добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на третьей скорости из 6 возможных до появления на поверхности легкой и прозрачной пены. Просто разбиваю белки, можно сказать, до однородности. На это понадобится около минуты. Вот они слегка запенились, скорость увеличиваю до 4 и взбиваю до пышности. Видно, что белки уже пышные, воздушные. Можно добавлять сахар, но и как всегда не весь сразу, а порциями по столовой ложке. Если добавите весь сахар, он осадит эту легкую пену, и масса не получится очень воздушной. Где-то по 50 секунд взбиваю каждую порцию сахара. И пока белки взбиваются, я подготовлю сухие продукты. Просеиваю муку, какао-порошок и разрыхлитель. Разбиваю все эти комочки. Мука и какао легко хватает влагу, как бы вы их ни хранили, и комкуются, поэтому обязательно просеивайте. Теперь все это перемешиваю до однородности цвета. И в это время не забываю добавлять сахар в белки. Высыпаю последний и взбиваю еще пару минут. Вот такие они должны получиться, гладкие, глянцевые, без кристалликов сахара и с устойчивыми пиками. Вот теперь добавляю сюда желтки, взбиваю на той же 4 скорости и добавляю по одному. Вот только разошелся желток, добавляю следующий. Обычно, когда я взбиваю классический бисквит, при добавлении желтков я скорость уменьшаю до 3, чтобы максимально сохранить пышность белков. Но так как надо будет добавить еще растительное масло и молоко, скорость я не уменьшаю, чтобы не замешивать долго. К тому же в тесте есть разрыхлитель. Он поможет подняться тесту, и бисквит получится пышным. Сразу же после желтков добавляю растительное масло, вливаю тонкой струйкой. Еще раз напомню, берите его без запаха. И в этом бисквите я не добавляю ванильный сахар. Для аромата и вкуса достаточно какао-порошка. И после масла сразу же добавляю молоко. Тоже вливаю тонкой струечкой. Пока эта масса взбивалась, я уже включила духовку, чтобы она успела набрать нужную температуру. Посмотрите, масса остается пышной, воздушной. На поверхности сохраняется рисунок, будто бы взбиты только яйца с сахаром. Добавляю муку и какао с разрыхлителем. Еще раз обязательно просеиваю. Вмешиваю сухие продукты в 2 приема. Первую порцию никогда не вымешиваю до однородности. Поднимаю все с донышка, стряхиваю с венчика и снова перемешиваю. Добавляю остальное. Обязательно зачищаю стенки. Потом еще пройдусь лопаткой. Вот такое оно остается пышное. Проверю донышко, чтобы там не осела мука. Посмотрите, какое однородное тесто. Очень легко готовится этот бисквит. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Донышко застелила пергаментом, а стенки ничем не смазывала. Переливаю сюда бисквит. Посмотрите, какая у него консистенция. Гладкое тесто, не жидкое, не густое. И чтобы выровнять тесто, растянуть или выдавить большие пузыри воздуха, деревянной шпажкой прохожусь от центра такой негустой спиралькой до стенок формы и обратно к середине. Духовка уже нагрета, температура 170-180 градусов, это уже смотря как сильно пекут ваши духовки. Это тесто не должно стоять, поэтому сразу же ставлю в духовку. Бисквит полностью готов. Выпекался он 40 минут при температуре 175 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Посмотрите, какой красивый бисквит, верхушка гладкая. На готовность проверяла деревянной шпажкой. Прокалываю в самой середине, где бисквит повыше. На выходе она сухая, значит тесто пропеклось. В таком виде оставляю минут на 10. Пусть стеночки немного отпарятся.
форма чуть-чуть остынет, и только потом аккуратно его вырежу тонким ножом. Время прошло, форма уже только теплая, не печет в руки. Аккуратно вырезаю, нож прижимаю к форме, чтобы не повредить бисквит. Переворачиваю форму и снимаю бумагу. Зачищаю бока бисквита, убираю все эти крошки, которые легко осыпятся. И вот посмотрите, какой он получился. Высокий, видно, что мелкопористый, очень мягкий, ароматный и, уверяю вас, вкусный. Оставляю на решетке вверх донышком до полного остывания на пару часов. Потом заверну в пленку и положу в холодильник уже до следующего дня. Бисквит после отлежки остается мягким, также пищит под пальцами. Высота бисквита получается 6 сантиметров. Обязательно дайте бисквиту отлежаться хотя бы ночь. Пусть его структура окрепнет, он тогда хорошо и ровно разрежется, не будет крошиться, хорошо пропитается, возьмет в себя всю порцию сиропа и не размокнет. И вот такой он получается в разрезе. Посмотрите, насколько мягкий. Точно так же разрезаю и оставшийся. Сверху бисквит придерживаю, слегка надавливая. Красивый, шоколадный, пористый. Видно, что бисквит выстоялся, не крошится, осыпаются только боковые крошки. И вот такие получаются ровные коржи. На этом бисквите я готовила торт Прага с вишней. Предварительно его просиропила. Видно, что он мягкий, сочный. Крем родной для этого торта и плюс вишня. Получается очень вкусно. Следующий бисквит называется на раз, два, три. Подать его можно как кекс или пирог, сверху просто залив глазурью или прослоить кремом. К муке, я ее уже просеяла, добавляю какао-порошок. Тоже обязательно просеиваю, чтобы избавиться от всех этих комочков. Высыпаю сюда сахар, соль и соду. Понадобится ее 7 грамм, это чайная ложка с небольшой коркой, но лучше все-таки взвесить, иначе можно легко переборщить. И в торте будет присутствовать вкус и запах соды. Теперь к сухим продуктам, хорошо перемешанным, добавляю жидкие. Яйца, сливочное масло, растительное и молоко. Все продукты должны быть комнатной температуры, тогда они быстрее и легче соединяются в однородную массу. Хорошо перемешиваю, не взбиваю, а просто перемешиваю до однородности. На полный замес теста понадобится где-то 3-4 минуты. Этого времени будет вполне достаточно. И вот только сейчас, уже в конце замеса, когда тесто готово, духовка полностью нагрелась, добавляю лимонный сок. Можете заменить яблочным уксусом или обычным 6%. Все хорошо перемешиваю. Кислота добавляется в конце замеса для того, чтобы сода сработала именно при выпечке, а не раньше. И тем более не гасить ее предварительно в ложке, иначе она потеряет свою силу. Выпекать буду в форме диаметром 20 сантиметров. Стенки и донышко покрыла силиконизированным пергаментом, и чтобы он лучше прилегал, смазала немного форму размягченным сливочным маслом, совсем чуть-чуть. К этому времени духовка должна быть обязательно нагрета, температура 155-160 градусов, смотря насколько они у вас сильные. И сразу же выпекаю. Бисквит испекся, выпекался он 1 час 10 минут при температуре 155 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. При выпечке поднимается шапочка, немного трескается, это нормально. На готовность проверяла деревянной шпажкой, прокалывала в самой середине. На выходе вот такая вот чистая и сухая, значит тесто пропеклось. Проверять начинаете где-то после 50 минут выпекания. Дам ему минут 10 постоять в форме, немного окрепнуть и достану на решетку. Оставлю так до полного остывания. Посмотрите, какой мягкий бисквит. Хорошо пропекся. Бисквит хорошо выстоялся. Целую ночь он в 2 пакетах пролежал в холодильнике. Можно сказать, даже выровнялся, шапочка осела, но я ее немного срежу. Понадобится она для крошки, для украшения. И таким образом еще больше выровняю верхушку торта. Теперь этот бисквит по вашему желанию можно поделить на 2 или на 3 одинаковых коржа. У меня будет 2 прослойки крема, поэтому делю на 3. И каждый корж у меня получился высотой где-то 1,7-1,8 см.
Посмотрите, какой он красивый, шоколадный, пористый. Разрезается он очень легко, ровно, не крошится. В холодильнике он уплотнился, но при комнатной температуре снова станет мягким и влажным. Вот такие вот получаются коржи. Я уже сказала, пропитывать их не надо, поэтому сироп не готовьте. Бисквит сам по себе достаточно влажный. Ссылочки на видео с подробным приготовлением этих тортов я оставлю на экране и в описании над рецептом тоже. И третий рецепт – это шоколадный бисквит брауни. В первую очередь приготовлю сухие продукты. В миску просеиваю муку, какао-порошок, разрыхлитель. Он тоже может комковаться, поэтому лучше его просеять. Сюда же добавляю соль и все это хорошо перемешиваю венчиком до однородности. И сразу же подготовила форму, потому что потом на это не будет времени. Ее диаметр 20 см, стенки и донышко покрыла силиконизированным пергаментом. Вот теперь можно готовить тесто. В миске соединяю сливочное масло, шоколад и разогревать все это буду на паровой бане. Вода закипела, уменьшаю огонь, чтобы она не кипела, но поддерживать ее температуру. Паровая баня – это когда донышко этой миски не касается воды. Масса подогревается только на пару. Когда шоколад уже мягкий, но остаются еще его небольшие кусочки, вот посмотрите. И покажу вам, что происходит в кастрюле. Вода так и не кипела, но пара достаточно. Выключаю огонь и перемешиваю до тех пор, пока весь шоколад полностью растает. Должна получиться вот такая вот красивая, однородная, глянцевая масса. Шоколад не свернулся, значит температура не была высокой. Снимаю с паровой бани. Пусть стоит на столе, остывает до теплого, а я буду взбивать белки. Выливаю их в миску для замеса. Соль не добавляю, она уже есть в муке. И взбиваю сразу около минуты на третьей скорости из 5 возможных. Разобью белки до однородности. Потом скорость увеличу до 4 и буду взбивать до пышности. Белки хорошо запенились, можно добавлять сахар. Не весь сразу, а порциями. Каждую порцию взбиваю по 40-50 секунд. И время от времени перемешиваю шоколад. Скорость я не увеличиваю, взбиваю на той же 4, чтобы к моменту плотности белков полностью растворился сахар. Понадобилось мне на полное взбивание белков всего 6 минут, но время зависит от вашего миксера, от его скорости и мощности. Лучше обращайте внимание на плотность белков. Вот такие они должны быть: пышные, плотные и глянцевые. Не забываю за шоколад. Добавлять к яйцам его надо теплым, слегка теплым. Поэтому почаще его перемешиваю. Можно добавлять желтки. Все это время они простояли под пленкой, чтобы не засыхали. Скорость уменьшаю до 3 и добавляю по одному. Как только первый желток полностью разойдется в белках, добавляю следующий. Вот такая она получилась. Пышная, устойчивая. На поверхности хорошо сохраняется рельеф и рисунок. Выливаю сюда шоколад с маслом. И все это перемешиваю на 3 скорости недолго, не дольше 15 секунд. Если не размешалось, не переживайте, все потом вымесится с мукой. Она уже просеяна, поэтому высыпаю все сразу и перемешиваю. Проверяю донышко, чтобы она там не осела, и вымешиваю до однородности. Не месите долго, старайтесь сохранить пышность теста. И уже в последнюю очередь добавляю сметану. Жирность 15-20%. Снова аккуратно перемешиваю до полного соединения продуктов и переливаю в подготовленную форму. Шпажкой прохожусь по бисквиту от середины к стенкам и обратно к середине. Немного еще прокручиваю, выравниваю. При выпечке все равно поднимается шапочка, но она будет не такой высокой. К этому времени уже нагрелась духовка. Убираю скрепку и сразу же выпекаю. Бисквит выпекался 50 минут при температуре 170 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Сверху на бисквите запекается плотненькая корочка, такая как на брауни. Под пальцами потрескивает, но ее легко можно будет снять ножом или срезать вместе с шапочкой. Оставляю в форме на 20-30 минут.
Он очень нежный, пусть немного окрепнет. Прошло полчаса. Снимаю форму, убираю бумагу и в таком виде на решетке оставляю до полного остывания. Бисквит полностью остыл, и после этого час отлежался в холодильнике, чтобы стал немного плотнее. Бисквит своим вкусом тоже напоминает брауни, но он не настолько сладкий, более легкий и пористый. Красивый бисквит, цвет, структура, мелкопористый, под пальцами пищит. Приготовьте, очень вкусные получаются торты. И этот бисквит, чем дольше стоит в холодильнике, тем становится вкуснее. Посмотрите, какой мягкий, несмотря на то, что в холодильнике он застывает. Вот такие вот два коржа. Кстати, этот бисквит можно было разрезать и на 3. А здесь уже по вашему вкусу. Но бисквит очень нежный, так что если коржи потоньше, то будьте с ними поосторожней. Пропитывать его не надо. Вот теперь уже можно готовить крем и собирать торт. Многих уже готовили, но если вы пропустили какой-нибудь из этих рецептов, очень рекомендую, приготовьте и попробуйте. Торты получаются действительно шоколадные, вкусные, ароматные, тем более украшение самое простое, а значит получится у каждого. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными домашними тортами и приятного вам чаєпітія. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Дякую, мені дуже приємно. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.